Почнемо з такої патріотичної нотки. Слава Україні, героям слава! Супер! Сегодня я расскажу про анимацию, то есть я расскажу, зачем она нужна, то есть почему она важна. Разберу основные ошибки, да, дизайнера и покажу на примере, как можно, например, заанимировать концепт, там, который состоит из 2 экранов. Итак, начнем. Это легко, главное не бояться ошибаться. Figma, она немножко специфична в плане анимации. Она понимает только папочки, да, и фреймы. Она не понимает вектор вообще. То есть я чуть дальше расскажу, станет более ясно. И самое главное запомнить, для Figma самое важное — это построение папок, чтобы вот вы когда делаете анимацию из фрейма в фрейм, чтобы папочки назывались одинаково. И с помощью проб и ошибок у вас получится дойти до определенного результата, да, как бы Figma, она вынуждает вас поначалу ошибаться, но в дальнейшем, когда вы это освоите, это будет очень большой плюс, потому что анимация в Figma, она очень легкая, когда вы ее освоите, и очень быстрая. И для того, чтобы показать клиенту анимацию или что-то еще, это буквально занимает там, ну, максимум час, даже полчаса у меня бывало. Итак, а, почему это важно? Я подобрал 4 причины, почему это важно. Первое — вау-эффект. То есть я сейчас говорю, конечно, про веб, да. Эмоции — это первое, что должен вызывать сайт для высокой и эффективной конверсии. Эмоции, которые вызывает сайт, могут надолго затянуть пользователя в процесс взаимодействия с сайтом. Красная картина интересных интерактивов, появление текста и фото, игры графики между собой и многое другое, что в целом может помочь поставить позитивную точку в вопросе конверсии. Вот буквально каждый сайт вот сейчас в 2023 году должен иметь хоть какой-нибудь вау-эффект. То есть, да, это может быть там какая-то анимированная кнопочка, там, какой-то, может быть, скролл интересный. Благодаря этому мы можем вызвать какие-то эмоции у пользователя, да, то есть там позитивные эмоции, да, может там его, э, э, так скажем, вдохновит ваш сайт, там, и он надолго затянется вообще в процесс взаимодействия, и благодаря этому конверсия сайта увеличится. Это факт. Окей, второй пункт. Catch the attention. Анимация дает возможность человеку почувствовать, что сайт живой. Аллегория в том, что наш мир живой благодаря движению. Наш мозг имеет рефлекс обращать внимание на все движущие объекты, и зная это, мы можем с помощью анимации выделить нужную информацию и контент, подсказать функционал и навигацию по сайту. То есть в итоге управлять вниманием пользователя. Да, я думаю, вы все замечали, вот в реальной жизни, вот мы идем, например, и проезжает, например, машина, да, может, там вдали, и вы просто неосознанно начинаете на нее смотреть. То есть это именно рефлексы человека, которые заложены эволюцией. То есть мы всегда обращаем на все движущиеся объекты. И зная это, мы реально можем выделить какие-то важные аспекты в контенте, важные аспекты в дизайне, важные аспекты, которые мы хотим просто выделить на сайте. И да, зная это, очень легко управлять вниманием пользователя, то есть выделять что-то интересное и важное для него, чтобы обратно же повысить конверсию, да, и добиться какого-то хорошего результата с помощью сайта. Супер. Дальше. Showing the layout. Порой клиенту сложно понять, как анимация будет выглядеть на странице после разработки. Даже если ему дотошно все описать и найти рефы, потому важно анимировать макет, так как будет вообще, по сути, меньше вопросов и тем самым правок. Да, это очень хорошая причина, почему стоит обучиться анимации в Figma. Для клиента очень важно получать сразу какой-то результат. И с помощью анимации мы сразу ему показываем, например, сайт какой-то, да, мы можем там видео скинуть, какую-то именно анимацию. Сразу мы показываем, как это будет выглядеть в реальном мире, чтобы он там понимал, да, как
этот блок, например, работает с блоком скроллингом, либо как карточки открываются, там, как, например, ховер работает. И это очень хорошо продает ваш дизайн. Потому что, действительно, если описать, да, можно как-то там достучаться до клиента, либо супер найти рефы какие-то, но оно не всегда понятно и не всегда, скажем, работает именно с вашим дизайном. И да, вот третья причина — это прям супер причина, почему стоит выучить именно вот анимацию в Figma, почему ее стоит освоить. И четвертое, it just must have. В 2023 году пользователи устали от миллионов однотипных сайтов, и все это знают. Потому конкуренты создают супер сайты с креативными анимациями, чтобы выделиться среди всех. И потому анимация стает must have в 2023 году. Те сайты, которые мы делаем, должны быть конкурентоспособны и смотреть в будущее, а не назад, так как статичные сайты уже давно пахнут нафталином. Да, если вы хотите сделать что-то уникальное, что-то неповторимое, что-то узнаваемое, что-то конкурентоспособное, я говорю про веб, да, это обязательно должно иметь анимацию. Потому что анимация сейчас это она прям имеет пик тренда, и благодаря этой анимации можно выделить сайт там наших клиентов на фоне остальных конкурентов. Вот так вот. Теперь мы разберем, точнее я разберу, вот основные такие типичные ошибки, которые допускает дизайнер в работе с анимацией. Итак, у нас есть несколько пунктов, тут все вниз, надеюсь, успею рассказать. Первая причина — слои. То есть Figma, она только понимает последовательность. То есть если, к примеру, фрейм, этот фрейм, да, и второй фрейм, и у них есть одинаковые, например, названия. У этих там это звездочка, вот я назвал, это квадратик, это треугольник. И по сути дела, при анимации, вот мы хотим показать какой-то блок анимацию, сейчас скопирую, вот, да, мы переносим, да, у нас вот есть все названия совпадают с предыдущим фреймом. Давайте тогда так. Я просто с самого начала создам. То есть представим, у нас есть фрейм. У нас есть фрейм какой-нибудь, да, там он будет 1440, например, как у нас обычно происходят все экраны, делается, да, на 720. Вот. И мы хотим там анимировать какие-то сейчас составлю какие-то фигуры, например, они будут там разного цвета, там тут это там, star, напишу звезда. Так, идем дальше. Там какой-то, например, будет квадратик. Сейчас ставлю фонаря, пишу квадрат. И там последний будет, там, я не знаю, треугольничек. Супер. Я там с ошибкой написал, ничего страшного. Так. Выносим. И по идее должны и вот этих всех фигур одинаковое название. И по идее должно сейчас все сработать. Они должны перевернуться там, например, мы когда хотим показать вот анимацию. Клик, Smart Animation, например, да. Подгрузится. Так, вот, сработало, супер. Окей, то есть, да, здесь все работает, все переворачивается. Но как только мы заменяем, например, вот здесь будет, вот, например, при копировании какого-то, например, фрейма, да, бывает, что у нас меняется название. То есть, да, бывает там
добавляются какие-то цифры, и попросту анимация перестает работать. Сейчас посмотрим. Она просто не работает, да, она как бы происходит из out какой-то, да, непонятный. То есть она выходит из opacity, то есть что нам не подходит. Поэтому важно следить за названиями фреймов, да, для того, чтобы они хорошо коннектились, да, с предыдущим фреймом. Дальше, то есть у нас будет, к примеру, какой-то блок с переключалкой, например, будут фотографии какие-то или даже какие-то блоки открываться, я не знаю. То есть вот какой-то вот такой вот, к примеру, будет у нас блок, где есть анимация, да, и типа у нас идея в том, что при скроллинге этот будет увеличиваться, этот будет уменьшаться и так дальше. Сейчас я еще... Да, в комментариях пишут «Вау». Ну, знаешь, как мы как дети, которые должны сначала научиться на кубиках, а потом уже в реальной жизни эти знания применять. То есть, да, и у нас, к примеру, это все будет называться там папка 1, да, например, там папка 1 просто. И мы продублируем ее. Сейчас. Это типа уменьшается как-то, да. Это увеличивается. И предыдущий там должен появиться. Сейчас. Вот так вот. Меняет цвет. Как-то прикольно. И уже по клику все сейчас сделаем. И по идее должно все сработать. Вот все отлично работает. Но как только мы меняем название, вот здесь вот, там, группа 2, например, там мы перенесли на другой фрейм, и оно переименовалось. И оно теперь просто не работает. Вот такая вот тема. Дальше. Figma также не понимает работу с вектором вообще. То есть зачастую мы хотим, например, сделать какую-то линию, которая анимированная. К примеру, у нас идет какая-то вот здесь линия, и мы хотим ее продолжить. Как бы там у нас какой-то лайаут интересный, какой-то дизайн клевый. И мы хотим там, чтобы вокруг там текста либо фотографии проходила линия. Но, к сожалению, Figma тоже не понимает именно вот работу с вектором. Как это исправить? Легко. Мы берем, например, какую-то уже готовую линию. Дальше создаем квадрат, да, какой-нибудь, и просто запихиваем это в маску. Например, чтобы была вот эта линия как маска для этого вот квадрата. Сейчас. Вот так вот. Потом дублируем. Через прототип вносим. Так, сейчас. И вот здесь вот, вот эту вот линию продолжаем. И получается так, что эта линия будет сейчас анимирована. Вот она анимирована. Да? Как бы через костыли, в принципе, можно работать с фигмой. Дальше, текст. Я изначально все подготовил, но почему-то это не работает. Потому, извините, буду сейчас в прямом эфире сейчас все переделывать. Также у нас есть, к примеру, текст. И мы хотим, вот бывает такие задачи, что клиент хочет, чтобы на hero секции менялся какое-то одно слово. Там, мы предоставляем там какие-то услуги, да, там и перечень услуг идет. Так вот, если мы захотим, например, поменять на другой текст, Figma его тоже не поймет, к сожалению. То есть оно не сделает так, как мы хотим, да, то есть как это получается. Вот, что-то не очень красивое, друг друга налазит, неинтересно. Как это решить? Все довольно-таки просто. Мы берем фрейм,
создаем фрейм, да, именно на вот этом тексте, который вот есть у нас, hello, к примеру, и увеличиваем, секунду, и увеличим его до какого-то размера, в которого там текст влезет, следующий. Дальше мы делаем клип контент, чтобы не вылазил, и просто вписываем сюда этот текст. Например, вот так вот. Мы выделяем другим цветом. И при следующем, вот в следующем фрейме мы в этом, в тексте, где мы фрейм выделили, просто его заменяем вот таким образом. Вот теперь только Figma понимает, как это работает, как это можно сделать. Да? Оп, красота. Супер. Дальше. Вот пятая такая вот ошибка дизайнера – это работать с кривыми. То есть Custom Bezier. Сейчас я включу, надеюсь, работает. Покажу плохой вариант, да, и там, где я не применял кривые Custom Bezier. И покажу второй вариант, где я применял Custom Bezier. Да, этот вариант без Custom Bezier. Все довольно-таки топорно, не совсем то, что нужно. Если мы хотим что-то, какое-то показать, там, анимацию интересную. Давайте еще раз посмотрим. Сейчас я открою. Все вот как-то не так, как нужно, прокручивается, что-то не особо профессионально. Есть вот у меня вариант, где я Custom Bezier применил. Это выглядит более эффектно, более красиво, более профессионально, как будто какой-то рекламный ролик там на YouTube, как будто в After Effects сделали. Вот. Как добиться этого результата? Все просто. Я использовал различные кривые, то есть здесь есть, например, easy in, easy out, различные стандартные какие-то функции фигмы. Вот. Также есть Custom Bezier. Вот Custom Bezier — это классная тема, если вы хотите создать что-то уникальное вот в своем дизайне, если хотите прям идеально показать. Потому я рекомендую это тоже изучить, то есть самому взять там какие-то кубики, с кубиков что-то сложить, поанимировать вечером. И это это база, реально. Это база. Как дети. Дети тоже учатся нам, как кубики складывать, как там звездочку вставлять и так дальше. Тут то же самое. То есть теория на простых кубиках, и потом вы можете создавать очень крутые вещи на этом всем. Вот, как работает Custom Bezier. То есть вот нижняя вот эта вот точка — это начало анимации, и верхняя точка — это конец анимации. И можно ее крутить, вертеть, и от этого меняется сама вот продолжительность, скорость. И там, сейчас я включу, я, например, подправил что-то. Да, там, можно сделать чуть более такой вот бабл-эффект, который чуть вылетает. То есть это тоже я просто рекомендую каждому все-таки, кто занимается вебом, вечером сесть и изучить. Потому что сейчас это сложно прям всю теорию рассказать и показать. Это лучше на практике разобрать. Окей. У меня есть вот такой, типа, у нас, представим, какой-то концепт, который состоит из двух экранов, и мы хотим его анимировать. Я сейчас буду в прямом эфире анимировать быстренько. То есть что я делаю? Я сначала думаю, как его анимировать. То есть у меня появляются какие-то идеи, например, что сначала появляется там фотка как-то, выезжает текст и так дальше. Вот, начнем. То есть сейчас. Вот, то есть мы начинаем с hero секции, да, какой-то. И мы делаем так вот. То есть мы создаем hero секцию, обрезаем ее по нашему экрану, который мы хотим сделать. Дальше мы его дублируем и начинаем анимировать. То есть это будет, например, начало анимации, да, верхний фрейм какой-то. Да, вот у меня, например, будет фотка вот так вот интересно появляться. Например, убираю сюда, прячу там кнопочки, всякое такое, если оно там вылазит. Также я хочу, сейчас сделаем, посмотрим.
клик. Я сделаю custom безе. Custom безе, что-то вот такое. Я же просто чисто из опыта беру, что у меня там были какие-то наработки раньше. Вот такая, например, появляется анимация. Сейчас это не тот, наверное. Сейчас, секунду. Сейчас, момент. И Figma почему-то странно работает, если честно. Так, еще раз. Да, показал вам уже готовый результат. Так, значит, еще раз. У нас фотка, например, будет увеличиваться, вот так вот появляться. Мы спрячем. Вот у нас, типа, я все применил, там по клику у нас будет кастом безе какой-то интересный. Мы нажимаем, и вот у нас появляется вот так вот интересно. Херсекса работает. Дальше. Так, секунду. Что-то Figma сегодня не хочет работать в целом вообще. Сейчас я перенесу. Секундочку, ребят. Так. Вот. Все, теперь можно анимировать. Вот получается у нас появляется фотка, да? Но как-то это выглядит слишком топорно, как-то, я не знаю, неинтересно. Потому я предлагаю, чтобы типа немножко уменьшалась или увеличилась фотография. То есть что я делаю? Я обратно возвращаю эту фотографию, то есть в исходную позицию. Например, увеличиваю ее вот так как-то и обратно возвращаю вверх, поднимаю. То есть что у нас получается, какой результат? Вот такой более такой объемный результат получается. Дальше. Мне не нравится, что текст как-то слишком топорно стоит. Его можно вот, я нашел в фреймах, здесь вот в слоях. Я просто его уменьшаю и опускаю вниз, например, куда-то сюда за фрейм. И еще раз смотрим, как получается. О, что такое, типа. Сейчас я еще... Так. Опа. Смотрим. О, более плавно получилось. Но мне не нравится, как оно заканчивается. То есть как-то слишком топорно получается в итоге. Дальше. Я тогда перехожу в Custom Bezier здесь вот и подправляю какой-то из, например, ползунков для того, чтобы получить более плавный вариант. Вот, что-то уже интересное. И можно увеличить время, за которое происходит вся анимация. Например, 2000 поставить. Смотрим. Ой, красота. Боже, красиво очень. Дальше у нас идет переход на второй экран. Тоже я применяю здесь Custom Bezier. И оно, по идее, должно чисто... бывает копирует, бывает не копирует. Потому мы берем здесь... есть циферки изначальные, которые типа вот крутишь, и они изменяются. Поэтому их можно взять и скопировать себе, чтобы был один стиль анимации. И я попросту в этом фрейме переношу все все элементы просто вверх. Что у нас получается? Ой, классный переход. Дальше. Я хочу, чтобы, например, эта пластинка как-то увеличивалась при переходе на следующий блок. Как-то увеличивалась эта пластинка. Может, что-то еще здесь появлялось, например, выходила сбоку. Потому я беру этот фрейм предыдущий, уменьшаю здесь пластинку, ввожу там этот элемент чуть-чуть левее, например, вот так вот. Может быть, добавить еще вот такую штуку, чтобы появлялся вот так вот текст. Сейчас, секунду.
Самое главное здесь проследить за тем, чтобы нумерация была везде одинаковая, чтобы сейчас ничего не повылетало. Вот. Есть. Так, смотрим, что получается у нас. Хиросекция и переход на следующий блок. Супер. Сейчас вот так только сделать, либо вот так вот. Смотрим. Хиросекция и переход на следующий блок. Супер. Теперь нам нужно как-то зациклить, типа, чтобы эта пластинка, например, крутилась. Все просто. Мы дублируем фрейм и просто прокручиваем эту пластинку. Там, здесь будет типа там какая-то музыка играть, что-то вот в таком духе. Сюда переносим. Сюда. И мы ставим в прототипе, то есть в анимации, After Delay. Здесь самое главное выбрать не 800 миллисекунд, а 1 секунду ставим, 1 миллисекунду, и ставим здесь линейность, чтобы она вот плавно шла без каких-либо кривых. Что у нас получается? Например, да. И она крутится. Вот просто красота. И, например, по окончанию, так скажем, прокрутки, она переходит, ну, страничка переходит на следующий блок. Да, тоже можно сделать After Delay, чтобы оно само перешло. И обратно же использовать Custom Bezier. Так вот, и переход на следующий блок, например. Это на этот. Смотрим, как это работает. Угу. Сейчас. У нас получается. Вот так вот. Как-то так, ребят. В общем, я надеюсь, было все понятно. Я надеюсь, все было интересно вам. Сейчас еще расскажу, как сделать бегущую строку. Да, чуть не забыл. Все довольно-таки просто. Я сейчас, у меня есть тут заготовочка сразу для вас. Вот, представим, что у нас есть какая-то бегущая строка. Вот так вот. Мы дублируем. Ну, то есть все очень просто делается. Все прям, я не знаю, без каких-либо ползунков, без всего лишнего. Дальше мы выбираем какой-то здесь линейный по-хорошему выбрать. Вот линейный. И попросту этот текст переносим вправо. Сейчас выбираем After Delay. Sorry, это у меня ошибочка, так скажем, по Фрейду. Так, оно слишком быстро происходит. Мы ставим, к примеру, там 8000 миллисекунд. О, такая вот бегущая строка. В общем, все, ребят. Спасибо большое, что дали мне возможность сегодня рассказать про анимацию. Я надеюсь, вас вдохновит этот доклад изучать анимацию. И я надеюсь, что для вас этот доклад был полезен и интересен. В общем, спасибо. Если что, какие-то есть вопросы по анимации, пишите мне в личку, я всем помогу. Помогу, чем смогу. Да, как-то так. Всем хорошего рабочего дня. И всем пока. Спасибо.